Мотоциклетная промышленность Китая является одной из самых быстро развивающихся в мире, и все большее число брендов стремятся создавать модели, которые смогут конкурировать на мировой арене. И несмотря на плагиат, которым славятся китайские производители не только мотоциклов, есть среди них и бренды, разрабатывающие оригинальную продукцию. Одной из таких компаний является Benda Motorcycles, о которой еще год назад никто толком и не слышал. А прославилась она своим невероятным концептом четырехцилиндрового круизера LF01, который был представлен в прошлом году, а уже в этом он под названием Benda LFC 700 пошел в серию. Вот так быстро работают китайские производители. В то время как большинство китайских брендов высмеивают за отсутствие оригинальности, для Benda LFC 700 все наоборот. Здесь трудно найти какое-либо сходство между этим круизером и любым другим мотоциклом. На самом деле он выглядит как мотоцикл будущего прямо из научно-фантастического фильма. Диковинный даже по китайским стандартам круизер LFC 700 один из самых радикальных мотоциклов в сегменте. Этот революционный байк с длинным низким дизайном, придающим ему сходство с Diavolo от Ducati, практически не изменился в сравнении с концептом. Была сохранена даже глубоко посаженная светодиодная фара над огромным воздухозаборником в стиле турбины, который идет прямиком в воздушную камеру двигателя, а также стильная выхлопная система с 4 выходами под брюхом. В таком виде Benda LFC 700 поступил в продажу летом этого года в Китае по цене за 46 тысяч юаней, это 6,5 тысяч долларов, а в ближайшем будущем он появится и на европейском рынке. Единственное, где нашли плагиат в этом мотоцикле, это двигатель, хотя копирование японских моторов только приветствуется обычными мотоциклистами. 680-кубовая рядная четверка имеет некоторое сходство с двигателем Honda CB650. У нее тот же диаметр цилиндра 67 мм и та же степень сжатия 11,6 к 1. Но Benda в своем новом моторе увеличила ход поршня на 2 мм, что собственно и повысило объем двигателя на 31 кубический сантиметр. Китайцы решили выпустить две версии LFC 700. Самая дешевая, которая стоит 6,5 тысяч долларов, имеет мощность 85 лошадиных сил на 10 тысячах оборотов в минуту и 60 ньютон-метров крутящего момента на 8 тысячах. А в топовой, которая будет стоить около 7 тысяч долларов, мощность составляет 93 лошадиные силы на 11 тысячах и 63 ньютон-метра крутящего момента на 8,5 тысячах. Из-за этого есть и небольшая разница в максимальной скорости 170 км в час против 190. Также эта версия оснащается проскальзывающим сцеплением, тормозами Brembo вместо Nissin, круиз-контролем и бесключевым доступом. Benda LFC 700 имеет поистине гигантские размеры, колесная база 1720 мм, а общая длина 2430 мм. Это всего на сантиметр короче, чем у BMW R18, но мотоцикл при этом на 130 кг легче. А все потому, что здесь используется шасси из литого алюминия, что позволяет мотоциклу показывать удивительно малый сухой вес в 215 кг. Несмотря на такие огромные размеры,
которым под стать и разноразмерные колеса. Спереди 19-дюймовая 130 на 70, а сзади установлена 18-дюймовая с широченной резиной 310 мм и профилем 35 мм. Оно придает пропорции, которые больше ассоциируются с кастом-байками, чем с серийными моделями. Обе версии LFC 700 оснащены подвеской Каяба, состоящей из передней перевернутой вилки и моноамортизатора сзади, полностью светодиодным освещением и приборной панелью TFT с возможностью подключения к телефону для навигации и мультимедиа. В базе уже присутствует ABS от Bosch. Высота по седлу 695 мм, бак вмещает 20 литров. Как я уже сказал ранее, намерения Бенда по-настоящему международные, и компания уже создала свою первую европейскую сеть продаж в Испании и Португалии, насчитывающую около 40 дилеров, а также на Канарских и Азорских островах. И тот факт, что компания делает все обещанное в срок, означает, что обещание фирмы представить спортивный 300-кубовый мотоцикл с турбонаддувом в будущем, VTR 300 Turbo, скорее всего станет реальностью.